Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости канала. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить наши обновления. Если вам не сложно, поставьте палец вверх, нам будет очень приятно. Заранее спасибо. А сейчас поговорим о том, что... Первый взгляд, Mercedes-AMG EEC4 Matic Plus 2023 года. Да, это еще один аккумуляторный электромобиль с визгом шин от спортивного подразделения Mercedes-Benz. Он размером с E-класс, чем-то похож на CLS, и в своих меньших форматах, таких как EEC350, это довольно разумная альтернатива двигателю внутреннего сгорания с нулевым уровнем выбросов. В форме AMG это укоренившийся 677-сильный 738 фунт-фут, разрушающий шины, дань славному излишеству. Он разгоняется до 100 км в час всего за 3,3 секунды, а с электродвигателями на обеих осях он также готов к канадской зиме. Это Mercedes-AMG EEC 2023 года, и это, по сути, версия Mercedes Plaid от Tesla. Говоря более практичным языком, у него 4 двери, батарея на 90,6 кВт-часов, а запас хода составляет от 444 до 518 км. Конечно, это в соответствии с действительно оптимистичной европейской рейтинговой системой ВПП, и мы можем вас заверить, что здесь, на великом белом ледяном севере, когда ртутный столбик показывает минус 20, средний показатель не составит 23,2 кВт-час 100 км. Тем не менее Mercedes утверждает, что EEC использует специальные обмотки и пластины AMG, а также более высокие токи в своих двигателях, что, я думаю, является электрическим эквивалентом кулачков с большим ударом и отдельных корпусов дроссельной заслонки. AMG говорит, что задний двигатель особенно мощный, поскольку он имеет шестифазную конструкцию, по сути, два набора обмоток по 3 фазы в каждой. Сделать эту производительность надежной в ряде приложений с полным дросселем, ты слушаешь Tesla. Это сложная система охлаждения, включающая так называемую водяную пику в валу ротора. Другие характерные для AMG элементы контура охлаждения включают специальные ребра на статоре и использование керамики в инверторе. Также имеется теплообменник трансмиссионного масла. Как я уже сказал, я думаю, это то, что считается настройкой в эту новую эру инверторов и аккумуляторных мешков. Стоит отметить, что поскольку электродвигатели полностью управляются компьютером, переключение между режимами вождения имеет большое значение для EEC с батарейным питанием. Например, в режиме скользко мощность ограничена всего 308 лошадиных сил. Комфорт получает 493 пони, тогда как спорт выдает 555 лошадиных сил. А спорт плюс 617 лошадиных сил. Однако, если вам нужна полная мощность в 677 лошадиных сил, вам придется выбрать пакет AMG Dynamic Plus с режимом Race Start. Что касается аккумуляторов, Mercedes пытается внести свой вклад, чтобы быть более устойчивым в своем производстве. Например, клеточная химия снижает содержание кобальта всего до 10%. На самом деле, Mercedes заявляет, что оптимизировал состав аккумуляторной батареи с соотношением никеля, кобальта и марганца 8:1:1. AMG говорит, что химия обеспечивает как высокую плотность энергии, так и быструю зарядку. Тем не менее, батарея работает на 328-вольтовой архитектуре, которая не предлагает всего зарядного потенциала 900-вольтовых систем в Porsche Taycan и Hyundai Ioniq 5. Фактически, кажется, что система зарядки EEC достигает 170 кВт даже на станциях быстрой зарядки постоянного тока. Тем временем все эти 738 фунт-фут крутящего момента модулируются полностью регулируемой полноприводной системой 4 Matic Plus. В отличие от предыдущей системы, система Plus непрерывно распределяет крутящий момент между передней и задней осями. По сравнению с механической системой полного привода электрическая система обеспечивает значительно более быструю реакцию. Мощность проверяется не менее 160 раз в секунду и регулируется по мере необходимости. Распределение крутящего момента также зависит от выбранного режима движения. Режим комфорт фокусируется на эффективности за счет движения мощности вперед, в то время как в режимах спорт и спорт плюс предлагаемый крутящий момент распределяется в большей степени с задним смещением для более спортивного управления, похожего на РВР. Подвеска во многом обязана своей конструкции AMG X и четырехдверному купе GT с адаптивным регулируемым демпфированием, управляющим четырехрычажной осью спереди, и многорычажная система сзади.
Адаптивные регулируемые амортизаторы, тем временем, используют отдельные клапаны ограничения давления с фазами отбоя и сжатия, управляемыми независимо друг от друга, что позволяет повысить комфорт, с одной стороны, но также обеспечивает спортивную жесткость, когда этого требует ситуация и режим вождения. Рулевое управление задними колесами также является стандартным, задние колеса могут поворачиваться на 3,6 градуса. На скорости ниже 60 км в час задние колеса поворачиваются в направлении, противоположном передним, что сокращает радиус поворота и делает рулевое управление легким и маневренным. На скорости выше 60 км в час задние колеса поворачиваются в том же направлении, что и передние, практически удлиняя колесную базу для повышения устойчивости. И это будут доступны на нашем рынке в четвертом квартале 2022 года. Mercedes еще не опубликовал цены, но без сомнения, потребуется очень полная копилка, чтобы сесть за руль этого электрического ракетного корабля. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.